Так, всем привет! Меня зовут Вячеслав, и вы смотрите видео с канала Ручная сборка. Сегодня по просьбе некоторых моих зрителей я хочу показать вам, как работает мой токарный станок. Ну, понятно, самодельный. И, понятно, не идеал. Так, начну я с того, что сегодня я покажу вам, как проходным резцом буду работать и расточным. Ну, если неправильно называю, извините меня. Те, кто знают, те, кто учились. Потому что я самоучка и до всего дохожу так. С помощью рук, ног и головы. Так, еще одному из зрителей, я хочу перед ним извиниться. Я обещал показать, как он у меня работает отрезным резцом. Мой станок. Я, в общем-то, в радостном запале, что я сделал себе станок, ему пообещал показать это, что отрезает он. Ну, в общем-то, он у меня отрезает, но сейчас я расскажу про маленький геморрой с ним. Вот, буквально вчера я резал, трубку отрезал. Но это тонкая трубка. То есть тонкие трубки он режет нормально. Вот болгарка как режет, а вот как режет резец. Это понятно, я думаю. И только я переключился на более мощную деталь, на крупней. То есть вот эта штанга с бурильной установки водопроводная. Ну, воду бурят, короче, ими. Вот ее я хотел отрезать, видите, что получается. Закусывает и так далее. И у меня сломало резец. Ну и на ней я сегодня буду вам показывать, как остальные режут. И у меня получилось. Вот я один резец раньше сломал. Это, наверное, со школьного станка маленький. И вот я вчера отломил свой последний резец. То есть показать я вам не смогу. И вообще, по идее, я решил отказаться от этой идеи самодельным станком отрезать заготовки. То есть отрезать можно, но намного проще отрезать болгаркой. Потом опять эту деталь вставить в патрон и торцануть, скажем так. Обработать торец как вам надо, чем возиться. И я спрашивал у некоторых токарей, у людей, у которых есть станки заводские. И вот мне один токарь сказал, который учился, работает много лет, он и сейчас работает токарем. Первый вопрос его был, говорит, у тебя станок самодельный? Я говорю, да. Ну, говорит, никак ты не отрежешь. Все равно невозможно, короче, самому сделать все идеальные плоскости, чтобы не было вибраций и так далее и тому подобное. Даже, говорит, на заводских станках, если на станине хоть немного есть выработка, то отрезной резец уже толком не работает. Он закусывает, он дребезжит и так далее и тому подобное. И действительно, у нас есть один мужик, у которого станок 50-х годов. И вот он с ним мучается, тоже на станине выработка. Я, говорит, клины поджимаю здесь, тогда сюда суппорт не уходит, клинит. Ну, короче, выработка и все. И вот он отрезным резцом тоже работать никак у него не получается. И поэтому я решил уж на самодельном станке такую идею забросить. А пользоваться по-старому болгаркой. Ну, а красоту наводить уже в патроне. Так, вроде вступление, конечно, длинное получилось, лирическое, но... И, еще, да, сейчас, если кто еще остался на моем канале, смотрите, и вдруг какие увидите у меня ошибки и так далее, пожалуйста, я приветствую критику, адекватную критику. Не такую, что человек сам отвертки в руках не держал, а учить начнет. А людей, которые действительно, скажем так, своими руками делают и знают уже, то есть учились на своих ошибках, и поэтому научите меня. Например, вот эти вот полозья я переделал 3 раза на суппорте. То есть ставил сначала ласточкин хвост, но сразу от него отказался. Потом я делал на таких, как сказать, на квадратных полозьях тоже. В конце концов дошел вот до трубок. Я, по-моему, в прошлом видео рассказывал об этом. Вот больше всего мне понравилось работать так именно. Но все равно есть вибрации. Я вот думаю, что замечаю, что скорее всего у меня вибрации вот именно вот на вот этих вот трубках поперечных. Потому что они длинные и с обычной водопроводной трубы.
И скорее всего, когда я точу, вот особенно отрезным резцом, скорее всего вот здесь возникает вибрация. Ну не знаю, может что посоветуете, правда, действительно отдельное. Хочу попробовать опять же уголки сюда поставить. Но только уже не ласточкин хвост, а просто уголок положить и сюда к суппорту приварить уголок. То есть уголок в уголок и все. Но сомневаюсь, что провожусь пару дней, а потом придется опять все заново переделывать, как было. И поэтому жду ваших советов. А теперь начнем точить. Скорее всего, я включу тут уже дальше музыку, потому что станок будет тарахтеть. Но после съемок посмотрю. Если будет меня слышно, останется так, без изменений. Если будет грохота от станка слышно, тогда я наложу музыку. Итак, начинаем. Вот, короче, это каким проходным резцом я прошел, а сейчас попробуем расточным. Так, сейчас я вам покажу, как работает расточной. Вот, а сейчас я сниму детали и покажу вам более близко, что получается. Итак, снимаем деталь. И я вам в деталях ее покажу. Деталь в деталях. Опа. Так, есть контакт. Теперь, чтобы вам видно было. Так. Ну-ка, от солнышка прячу.
заморачиваемся. Вот так. О. Понятно, что обработка не ахти, тем более я еще, короче, вообще не токарь. Я не знаю, под каким углом нужно ставить резец, как правильно его затачивать и так далее и тому подобное. То есть вот я вам сейчас точил, вот так получилось, а до этого я точил вот как, намного больше, скажем так, зеркало или глажа обработка. Также и внутреннее. Есть, конечно, полоски там и так далее, но для меня это совсем не критично. Чем бегать по токарям, которым платишь деньги, а они тебе дают точно такую же деталь с задирами и так далее. На мой взгляд, лучше повозиться самому, сделать этот станок один раз и ни до кого уже не бегать. И тем более изготовление станка доставило столько радости, если честно сказать вам. Ну да если вы самодельщик, то вы знаете, что такое изготовление станка доставляет больше радости, чем потом пользование этим станком. Вот. И если кто, ну как кто, в смысле, понятно, что кто-то скажет, что откуда тут могут быть там десятки, сотки, тем более и так далее. Понятно, что их нет, и все это вымеряется у меня вот только штангенциркулем. Но однако вот эта вот штанга, это я точил переходник на вот этот же двигатель. Вот, ну, новый двигатель поставил, 4-киловаттный на станок себе. И там вал был на 32. Ну, а на шкиву намного меньше отверстие. И я делал переходник. Вот он, видите, блестящий на валу переходник. И, короче, я точил внутри 32, чтобы одеть на вал. А потом с другой стороны точил, я не помню, 40 с чем-то, чтобы в него уже забить шкив. То есть шкив у меня получается внутри этого переходника. И вот видите, отверстие я делал для зажима. Здесь вот и на валу. Увидите? Сейчас увидите. Вот, и на валу отверстие. То есть вал, чтобы зажать, и чтобы зажать шкив. Ну и с помощью, то есть замеров штангенциркуля я добился того, что у меня на вал плотно зашел, и шкив плотно зашел, и я даже не стал ставить стопорные болты. Потому что все плотно, все отлично, все работает. То есть я это веду к тому, что пусть и выглядит этот станок неказисто, пусть он там пищит, скрипит, однако кое-какие функции он свои выполняет. Поэтому, если есть сомнения или что, главное быть уверенным в себе. И если у вас есть свободное время и желание, занимайтесь, делайте. Полезная штука. И вы, наверное, замечали, пока какой-то машинки дома нету, той же болгарки, дрели или чего-то, вроде без нее обходишься. Как только она у вас появляется, все. Как ты думаешь, раньше без нее жил? То же самое у меня сейчас со станком. Вот так. Ну, наверное, все, наверное. А то что-то затянул сегодня. Давно видео не выкладывал и разговорился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи. Еще раз повторю, советы приветствуются, критика и так далее. Все нормально. Пишите, по возможности буду отвечать. Всем пока.